Друзья, всем привет, с вами Айман Ескараева, я в прямом эфире обещанном. Сегодня мы разберем самые основные вопросы по трудовому праву. Я сегодня коснусь самых важных вопросов. Друзья, это полезно для тех, кто работает на территории Эмирата, и для тех, кто собирается работать в Эмиратах. Это полезно даже тем, кто создает бизнес, открывает. То есть все вопросы, которые касаются трудового права, вам надо знать, потому что вы будете нанимать работников, есть по законам Эмирата. Поэтому, пожалуйста, я затрону самые основные вопросы. Итак, что чаще всего мне задают? Это, во-первых, друзья, какими нормами регламентируется трудовое законодательство Объединенных Арабских Эмиратов? Это в первую очередь у нас есть 1980 года, к нему были резолюциями внесены изменения, трудовой закон, который распространяется на всю Федерацию Эмират. Фризоны могут в части, не противоречащей общему закону Федерации, вносить свои корректировки. Например, у них есть свой типовой контракт в отдельных фризонах. И если мы говорим о DIFC, опять же, у них свое право. И Abu Dhabi Global Market, вы знаете, фризона есть такая, тоже одна из таких крупных фризон. Она имеет свое трудовое законодательство. То есть по всем остальным вопросам можно обращаться к федеральному закону Эмират по трудовым вопросам. Также здесь надо отметить, что это трудовой закон. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал, который я веду, новостной канал, где есть все обновления по законодательству. Я скидываю периодически, то есть на постоянной основе. У меня есть на английском языке, на русском языке, друзья. Называется UAE Legal News, если это на английском, если вы хотите быть в курсе всех изменений. И у меня есть на русском языке тоже новости UAE, юридические новости, я оставлю ссылку, если вы смотрите через YouTube-канал. Итак, друзья, значит, этот закон распространяется, как правило, на всех экспатов, но он не распространяется на тех экспатов, которые работают в правительственных учреждениях, государственных служащих, военных, не распространяется на работников, которые работают домашний персонал. У нас есть отдельный закон по домашнему персоналу. Поэтому самые основные вопросы, которые вы задаете, какой предварительно, допустим, я буду ходить по вопросам, если какие-то вопросы будут возникать, друзья, вы можете мне, в принципе, писать в комментариях, я потом соберу это и буду выдавать это бесплатно, абсолютно с удовольствием я поделюсь. Свои права трудовые надо знать, это очень важно, потому что, это как конституция. Правильно их использовать, друзья. Самый главный момент хочу отметить, это не значит, что вы знаете свои права и пошли их, как говорится, качать свои права. Нет, вам нужно их знать и нужно уметь правильно применять эти законы, да, соответственно, можете ли вы будете их использовать, может быть, вы будете действительно судиться. Нет, или это стоит того, или не стоит того, это надо все взвешивать, то есть знать надо свои права, и, соответственно, вы потом решите, как их использовать. Возможно, это будет хороший предмет торга для работодателя. То есть, если где-то имеет место нарушение быть, а оно имеет место быть, друзья, это жизнь. Так или иначе, трудовые права нарушаются, но это не означает, что вам нужно сразу же идти и, соответственно, судиться. Можно это все делать деликатно, это нужно делать гибко, друзья, как правило. И данный прямой эфир не является юридической консультацией, друзья. По каждой конкретной вашей ситуации нужно разбирать вопрос, но в целом общая информация для сведения я даю. Значит, основные вопросы. Какой срок предварительного уведомления по трудовому праву при увольнении, друзья? Законом предусмотрено не менее 30 календарных дней. 30 дней, но вы можете, то есть работодатель может в трудовом контракте указать другой срок, период уведомления предварительного. За этот период работник должен иметь возможность, соответственно, подготовиться, если вдруг работодатель решил его уволить, с ним расстаться. Итак, в DIFC немножко другой срок, там 7 календарных дней, за 7 дней можно, за 30 дней, в зависимости от периода отработки работника и так далее. Мы не будем останавливаться сейчас на DIFC и Abu Dhabi Global Market. Пойдем дальше к вопросам, да, если какие вы задаете чаще. В каких случаях работодатель может уволить работника без предупреждения, друзья?
Действительно, работодатель может уволить работника без предупреждения, если работник совершает грубый проступок или находится на испытательном сроке. То есть здесь такой важный момент, что работник, если находится на испытательном сроке, он может хоть на следующий день работодатель его попросить, и, соответственно, вы покинете рабочее место. Какой срок испытательный у работника? Это 6 месяцев по закону. Конечно, можно предусмотреть. Бывает такое, что и на меньший срок готовы. Очень сильно тороплюсь, не успеваю по времени, потому что каждый раз между перерывами, между встречами, между своими вопросами, делами. Так. Принятие фальшивых документов. Друзья, одним еще из оснований для увольнения является, если вы предъявили фальшивые документы или вы предъявили недействительные сертификаты, то есть введение в заблуждение, обман, подделка каких-то документов тоже является основанием, когда если она была обнаружена. Ошибка, повлекшая существенные материальные ущербы для работодателя, несоблюдение инструкций, которые предусмотрены по технике безопасности, невыполнение основных обязательств по трудовому договору, раскрытие секретов компании является основанием. Я сейчас перечисляю основания, когда работодатель может уволить без уведомления предварительного. Вынесение приговора компетентным судом в отношении работника, если это было связано с защитой чести и достоинства, нарушение общественной морали, если он был обнаружен пьяным или под воздействием наркотиков в рабочее время, нападение на работодателя, отсутствовать без уважительной причины, он вдруг там более 20 дней подряд отсутствует, если работник работает на другого работодателя в период, когда он в ежегодном трудовом отпуске или же он в отпуске по болезни. Друзья, это тоже является основанием для того, чтобы без уведомления расторгнуть. Каков порядок получения выходного пособия? Давайте я это разберу на следующий прямой эфир, там немножко будет подробнее расскажу. Значит, выходное пособие, вы знаете, да, это когда по отработке. Какова продолжительность рабочего времени по закону? Друзья, это не более 48 часов в течение 6-дневной рабочей недели. Значит, это именно как положено, да, работать. Работники не могут работать более 5 часов подряд без предоставления часового перерыва на молитву, на прием пищи, отдыха. Обычно является выходным пятница. Если у вас контракт не предусматривает, что у вас особая работа, которая требует непрерывной работы, там это зависит от самой специализации работника, да, работы. Так, ну, есть, конечно, категории, на которых это не распространяется. Также, какие вопросы вы задавали? Сейчас я пробегаюсь по вопросам. Так, как оплачивается сверхурочная работа? Друзья, сверхурочная работа не должна, во-первых, превышать 2 часов в течение одного рабочего дня. Если это не касается предотвращения каких-то серьезных аварий, происшествий, что-то серьезное случилось, и для устранения или смягчения причин такого вот последствия необходимо, чтобы работник переработал более 2 часов. Оплата сверхурочной работы составляет 125% от заработной платы. Сверхурочной работы, это мы говорим. Если работа после 9 вечера до 4 утра, то он по ставке 150% от его заработной платы работника должна быть надбавка работнику. Значит, если работник работает в пятницу, при том, что у него является пятница выходным днем, либо он должен быть оплачен по ставке 150% от заработной платы среднемесячной, которую получает, либо ему может предоставлен быть дополнительный рабочий выходной день, к отпуску может быть предоставлен. Надо понимать, что эти ограничения не распространяются, опять же, на определенную категорию работников. Например, это кто работает вахтовым методом, у кого производственная какая-то работа, или это моряки те же самые. Даже бывает, что руководство отдельных предприятий, на них это не распространяется. Какова продолжительность трудового отпуска, друзья?
Трудовой отпуск дается каждый год. Они имеют право на оплачиваемый трудовой отпуск, если вы проработали не менее 6 месяцев. И, значит, если не менее 6 месяцев, вам дается 2 календарных дня за каждый месяц. Если 30 дней дается на протяжении года, если вы отработали, то есть со следующего года, как вы отработали 1 год, вам дается 30 календарных дней по закону. Так, смотрите, отпуск дается в дополнение к национальным праздникам. То есть вот национальные праздники, они не являются, не могут засчитываться в отпуск. Но если, то есть работодатель за них оплачивает вам, как если бы вы работали. У нас есть 7 национальных праздников выходных в Эмиратах. И если, например, но если вдруг на воскресенье выпадает, то, конечно, работодатель не оплачивает. Он как был выходным, так и остается. И здесь как бы это уже как попадется. Далее, как оплачиваются больничные, друзья, очень важный вопрос. Смотрите, больничные оплачиваются 15 дней, оплачивается полностью. В целом в год вы не можете брать более 90 дней. 15 дней оплачивается полностью, 30 дней оплачивается частично, половина оплачивается, и 45 дней оплачиваются, ну, вообще не оплачиваются. То есть, понимаете, да, 15 оплачивается полностью, 30 оплачивается наполовину, и 45 дальнейших оплачивается. Это мы говорим, это не обязательно подряд, чтобы они шли. Это в целом 90 дней, друзья. Теперь, ну, понятно, что у нас в DIFC, вот в этом Абу-Даби маркет немножко другое право. Я не буду на нем останавливаться. Если у вас вопросы, пожалуйста, приходите на отдельную консультацию. Но лучше вообще-то деньги не тратьте на консультацию. Подпишитесь на меня в телеграм-канале. Я оставлю перевод кодекса на русском языке трудового. И вы не забудьте напомнить и обязательно подпишитесь. Так. Смотрите, отпуск без сохранения заработной платы, его не существует. У меня был такой вопрос, можно ли брать, нельзя брать. Вы можете по договоренности с работодателем, конечно, уходить, но имейте в виду, на практике бывает, что вы поссорились с работодателем, и он начинает это использовать, как будто вы покинули без разрешения. Вы знаете, да, эти кейсы, которые называются, когда как сбежал с работы, называется absconded case. Так, какие налоги существуют? Друзья, налогов вообще не существует. То есть работник не платит налоги. Запомните это в Эмиратах. Так, авторское право на изобретение я не буду здесь останавливаться. Хотя авторское право на изобретение зависит от того, как у вас заключен трудовой договор. Если вы, например, что-то изобрели, а в трудовом договоре было указано, что это будет, вся интеллектуальная собственность будет оставаться за работодателем, то, соответственно, за работодателем. Однако, нужно понимать, что именно, хотела сказать, вот этот работодатель. Где же это было? Хорошо, я потом скажу вам. Это было про авторское право, но оно вам не так, наверное, интересно. Это такая норма, это я сама так увлеклась. Так, какие еще вопросы были? Как регламентируется разглашение конфиденциальных сведений? Друзья, смотрите, конфиденциальные сведения нельзя разглашать, ну, как такового, если это не предусмотрено в трудовом договоре. То есть в самом трудовом законе как такового четко это не предусмотрено, но однако предусматривает трудовое законодательство, оставляет это на усмотрение сторон в трудовом договоре. А вот деловая информация защищается законом об авторском праве, об авторском патенте и промышленных образцах. Как регламентирована защита персональных данных работника. Друзья, в трудовом федеральном законе не установлена прямо защита персональных данных. Скорее всего, здесь идет отсылка к гражданскому праву. У нас есть гражданский кодекс, где предусмотрено, что в целом обязаны стороны, которые получают персональные данные, да, в том числе работника, обеспечивать ее сохранность. Если мы, например, возьмем право DIFC трудовой, то там четко предусмотрено, что все, что работник отдает работодателю, он должен обеспечить его сохранность. То же самое, кстати, глобальный вот рынок Абу-Даби, эта фризона тоже предусмотрела. Так, может ли работник быть уволен по любым причинам? Я вам говорила, друзья, выше посмотрите, по каким причинам он может быть уволен. Он не может быть просто по любым причинам уволен, он предварительно за 30 дней, в принципе, можно расторгнуть контракт, но всегда остается 30 дней. И когда без 30 дней, я вам тоже говорила, да, причины, основания, посмотрите, пожалуйста, выше.
Должен ли работодатель предварительно уведомлять работника об увольнении? Это я вам ответила. Да, он должен, за исключением, когда есть случаи, да, когда он может, не уведомляя, просто сразу уволить. Так, я постараюсь быстро так уложиться, но и срок исковой давности по трудовым вопросам, которые касаются трудовых споров, 1 год. Так, друзья, давайте я все-таки вернусь, да, как расскажу вам, у меня еще есть время, я думаю, минут 5-10, я вам расскажу, как рассчитывается выходное пособие. Так, как рассчитывается выходное пособие, у меня был вопрос. И еще вы должны знать, как отличается давайте подробнее остановимся на том, как рассчитывается выходное пособие и о том, как отличается срочный и бессрочный контракт в моих следующих видео. Всем спасибо, я сохраню это видео. И еще, если у вас как раз какие-то вопросы дополнительные будут, я во второй части видео своего обязательно буду это освещать. Спасибо всем большое за внимание. С вами была Айман Ескараева, юрист в Дубае. Если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Будем на связи. И спасибо. Спасибо за внимание.